Мы сегодня поговорим на тему жизни, конечно же, страсти, счастья. Что нами вообще движет? Как правило, это мы учимся получать удовольствие, ищем способы наслаждаться этой жизнью по максимуму. Вначале это плотские утехи в виде материальных каких-то достижений, достатка, это деньги, это отношения, это карьера. Такие вещи, которые очень ценны в материальном мире, которые как бы создают нас самих. Но когда мы в это наиграемся, нам становится скучно, как правило. Отсюда все депрессии, огромный стресс, потому что мы чувствуем, что жизнь, она как будто проходит мимо. И, наверное, ее смысл не в том, чтобы получать удовольствие через тело. Может быть, что-то есть еще. Мы допускаем такую мысль, мы начинаем искать. Мы ищем глубину, на самом деле. Мы ищем глубину этих чувств, мы экспериментируем. Мы получаем удовольствие в разных абсолютно сферах. Туда же относятся экстремальные виды спорта. Обязательно наркотики, алкоголь — это в ту сторону. Разные эксперименты в сексе. Что бы это ни было, это то, что позволяет нам чувствовать себя живыми. Это то, что позволяет нам отбросить наш груз прошлого и жить вот здесь и сейчас. Потому что счастье проживания этого момента не сравнится ни с чем. И вот эта вот жажда жизни, она появляется, когда ты живешь здесь и сейчас. Когда прошлое перестает существовать, когда нету беспокойства о будущем, о каких-то других людях. Есть вот это вот настоящий момент, потому что только он реален. Потому что это источник неописуемой радости, восторга и удовольствия. Потому что мы смотрим на этот мир по-новому. Он каждый раз новый. Нам не нужны какие-то стимуляторы, какие-то способы страх очень быстро возвращать в настоящий момент. Прыгать с парашютом — это будоражит кровь, адреналин поднимается, и мы чувствуем себя живыми, потому что есть угроза для жизни. Мы боимся потерять наше тело, не дай бог, что-то произойдет с ним. Когда ты живешь в настоящем моменте, это удовольствие, оно происходит каждое мгновение. Оно не направлено, и неважно, чем ты занимаешься. Каждый момент новый, и ты его чувствуешь всем своим существом, каждой клеткой. Это не грубая стимуляция, когда тебя, например, ты выпил алкоголь, и потом у тебя на следующее утро болезненные ощущения, и в психике могут отражаться какое-то неподобающее поведение. Либо это может быть телу плохо, как правило, ему плохо, потому что эта стимуляция сильная, нагрузка достаточно сильная на нашу нервную систему, если говорим о большом количестве алкоголя. Или наркотики, которые расширяют твое сознание мгновенно. А мы, как правило, подсаживаемся на это очень быстро, если наркотик сильный, буквально с первой дозы. Потому что ничего в этом мире не сравнится с этим. Или отношения. Любовные отношения — это такая же зависимость, как и все остальное. Нам постоянно кто-то нужен, что-то нужно, чтобы почувствовать себя живыми. Но эта жизнь, она есть, она постоянно происходит. И этот момент, каждое мгновение новый. Нужно только почувствовать это. Когда ты чувствуешь это, живешь в этом состоянии, у тебя появляется доступ к неиссякаемому счастью и удовольствию. Не только на уровне тела, но и на всех остальных уровнях.